Терроризм не появляется из ниоткуда. Всегда есть причина, всегда есть те, кто создает условия для его роста. В Таджикистане эту почву готовили годами коррупция, слабая армия, социальный кризис, глухая политика властей. Сегодня на таджикско-афганской границе действует террористическая группировка Техрик-и-Талибан Таджикистан, ТТТ. Они заявляют, что их цель — установить шариат в стране и сделать Таджикистан частью Исламского Эмирата. Но кто они такие? И почему их нельзя было остановить раньше? История появления террористической угрозы. Группировка ТТТ — это не какие-то неизвестные боевики, появившиеся случайно. Они тесно связаны с афганским Талибаном и годами воевали в их рядах. Когда Талибан взял под контроль Кабул в 2021 году, часть таджиков, воевавших в Афганистане, вернулась домой. Но не как мирные граждане. Они начали строить свои базы, вербовать сторонников, создавать террористические ячейки. Почему именно Таджикистан? Во-первых, страна имеет одну из самых длинных границ с Афганистаном, более 1300 километров горных перевалов, которые практически невозможно контролировать. Во-вторых, в стране созданы идеальные условия для радикализации молодежи. Безработица, нищета, безысходность, молодые люди не видят будущего и становятся легкой добычей для террористов. В-третьих, власть сама оставила страну без защиты. Таджикистан отказался от присутствия российских пограничников в 2005 году, заявив, что сам способен охранять границу. Результат очевиден: терроризм пришел туда, где его ждали. Какие события привели к росту террористической активности? Открытая граница, коррупция в армии, слабая экономика — этого было недостаточно. Нет. Главный толчок дала сама таджикская власть. В 2022 году начались репрессии против всех, кто критиковал правительство. Несогласных бросали в тюрьмы, политических оппонентов уничтожали, а СМИ починили. Власть боролась не с терроризмом, а с собственным народом. А в это время террористы спокойно укреплялись. Они нападали на пограничные посты, занимались контрабандой, занимали новые территории. Насколько серьезно власти оценивают проблему? Вот самый страшный вопрос. Потому что власть делает вид, что ничего не происходит. Когда в 2024 году боевики напали на один из пограничных постов и убили нескольких таджикских военных, власти назвали это единичным инцидентом. Когда стало известно, что террористы ведут вербовку в Душанбе и Хатлоне, силовики начали блокировать сети вместо того, чтобы ликвидировать проблему. Вопрос не в том, почему террористы пришли. Вопрос в том, почему власти этого не остановили. Таджикистан стоит перед угрозой, которую нельзя игнорировать. Террористическая группировка Техрик-и-Талибан Таджикистан набирает силу, атакует пограничные посты, а власти продолжают уверять народ, что ситуация под контролем. Но давайте разберемся. Может ли таджикская армия реально отразить нападение? Или страну ждет катастрофа, которую все боятся признать? Вооруженные силы Таджикистана. Есть ли у страны шанс? На бумаге в армии Таджикистана числится около 9000 солдат. Но реальность намного хуже. Большая часть военной техники устаревшая. Танки, БТР и артиллерия советских времен. Авиация практически отсутствует. Несколько вертолетов не могут защитить границу протяженностью 1300 километров. Подготовка солдат оставляет желать лучшего, многие военнослужащие идут в армию только ради заработной платы. В 2024 году Душанбе закупил у Турции несколько ударных беспилотников «Бирктр». Но этого недостаточно. Против хорошо вооруженных террористов, имеющих опыт боев в Афганистане, эти силы выглядят слабо.
Почему граница остается без защиты? Пограничные войска не справляются с задачей. В последние годы через афгано-таджикскую границу идет поток оружия, наркотиков и боевиков. Власти заявляют, что контролируют ситуацию, но на деле пограничные заставы не имеют ни достаточного количества солдат, ни современной техники для обнаружения угрозы. Будет ли Россия защищать Таджикистан через ДКБ? Москва официально заявляет, что следит за ситуацией. В Таджикистане расположена 201-я российская военная база, но пока Кремль не спешит вмешиваться. ДКБ, которая должна реагировать на угрозу союзников, пока молчит. Возможно, Россия ждет, пока ситуация станет критической, чтобы вмешаться на своих условиях. Почему США и Китай не вмешиваются? Америка потеряла интерес к региону после ухода из Афганистана. Вашингтон не видит стратегической выгоды в помощи Душанбе. Китай, несмотря на свои экономические интересы, также пока не предпринимает активных действий. Хотя китайские инвестиции в Таджикистан огромны, Пекин предпочитает вмешиваться только тогда, когда угроза затронет его инфраструктуру. Может ли страна справиться самостоятельно или неизбежен масштабный кризис? На сегодняшний день Таджикистан остается один на один с террористической угрозой. Если боевики продолжат наращивать силы, страну ждут кровавые столкновения, и армия вряд ли сможет их остановить без внешней помощи. Но главный вопрос, почему власти продолжают молчать, пока угроза становится все сильнее. Таджикистан оказался в эпицентре надвигающейся катастрофы. Террористическая группировка Техрик-е-Талибан Таджикистан, ТТТ, укрепляется, совершает нападения, а власти пытаются замолчать проблему. Но насколько реально таджикская армия может дать отпор? Есть ли у страны хоть какой-то шанс справиться с угрозой? Или все идет к неизбежному хаосу? Вооруженные силы Таджикистана – слабое звено. Армия Таджикистана – это одна из самых слабых в Центральной Азии. Ее численность составляет около 9000 человек, но даже это формальные цифры. Большая часть военной техники устарела и не может эффективно использоваться в современных конфликтах. Танки и бронетехника в большинстве своем советского производства, возраст которых превышает 40 лет. Авиация практически отсутствует. В распоряжении армии несколько устаревших вертолетов, которые не могут обеспечить полноценное прикрытие на границе. Дроны в 2024 году Таджикистан закупил несколько турецких «Байрактар», но их катастрофически мало. Личный состав плохо подготовлен, большинство солдат не имеют реального боевого опыта. Коррупция в системе делает армию еще более уязвимой. Пока террористы ТТТ накапливают силы, армия Таджикистана остается в положении, где она не способна оперативно реагировать на атаки. Почему граница остается без защиты? Афгано-таджикская граница – одна из самых протяженных и сложных в регионе. Ее длина более 1300 километров. Горы, труднодоступные перевалы, отсутствие нормальных дорог – все это делает контроль границы практически невозможным. Контрабанда оружия, наркотиков, людей через эту зону уже давно проходят преступные сети, и они активно сотрудничают с террористами. Слабые пограничные войска без достаточного снабжения, без техники, без систем контроля, они просто не могут остановить поток боевиков. В 2005 году Душанбе отказался от российской военной поддержки на границе, заявив, что справится сам. Результат этой самостоятельности мы видим сегодня: вооруженные группировки пересекают границу, атакуют военные объекты и устраивают теракты. Будет ли Россия защищать Таджикистан через ДКБ? Таджикистан входит в Организацию договора о коллективной безопасности, ДКБ, а значит, в случае военной угрозы союзники должны прийти на помощь. Но Москва пока молчит.
На территории Таджикистана расположена крупнейшая российская военная база в регионе 201-я. Там находятся танки, артиллерия, спецназ, но активных действий пока нет. Пока боевики ТТТ не перейдут красную черту, Кремль не будет вмешиваться. Россия не хочет тратить ресурсы на очередной военный конфликт, тем более когда ситуация в самой стране нестабильна. А значит, Таджикистану придется защищаться самостоятельно. Почему США и Китай не вмешиваются? Несмотря на то, что Запад и Китай имеют огромные экономические интересы в Центральной Азии, они не спешат помогать Душанбе. США ушли из региона после вывода войск из Афганистана и теперь не хотят втягиваться в новые конфликты. Китай вкладывает миллиарды в таджикскую инфраструктуру, но пока тоже не проявляет инициативы. Вмешается ли Пекин, если угроза станет реальной? Пока никто не знает. Пока крупные игроки наблюдают за ситуацией, Таджикистан остается один на один с террористической угрозой. Может ли страна справиться самостоятельно или неизбежен масштабный кризис? Сейчас ситуация выглядит критической. Армия слаба, граница практически открыта, международные союзники не спешат вмешиваться. Если террористы продолжат наращивать силу, а власти продолжат молчать, нас ждет полномасштабный кризис, который затронет не только Таджикистан, но и весь регион. Но главный вопрос остается открытым, когда Душанбе признает, что угроза реальна.